Есть такое ощущение, когда ты понимаешь, что жизнь идет как-то не так, но не можешь ни остановить ее, ни развернуть. Как будто едешь в потоке машин по чужой дороге, и вроде бы все нормально, но куда едешь – непонятно. Так вот, с 6 мая по октябрь 2026 года происходит нечто важное – ретроградный Плутон. Это именно тот момент, когда поток на секунду замедляется и появляется возможность свернуть. Плутон – это планета трансформации, власти и неизбежности. В астрологии его боятся и не без причины. Там, где Плутон – кризисы, разрушения, встреча с тем, что давно прятал от себя. Но вот что важно понять. Плутон не враг, он хирург. Больно, но после него лучше. В этом ролике мы разберем три вещи. Первое. Кто такой Плутон на самом деле и почему его архетип Аид несправедливо считается символом зла уже 2000 лет. Второе. Что происходит, когда Плутон идет назад и почему ретроград – это не опасность, а редкое окно свободы. И третье. Что конкретно делать с мая по октябрь 2026 года, чтобы этот период работал на вас, а не против? Когда астрологи говорят «у вас активирован Плутон», люди обычно напрягаются. И это понятно. Репутация планеты тяжелая. Кризисы, потери, разрушения. Встреча с самым темным в себе. Звучит не очень привлекательно. Но вот в чем проблема. Большинство людей боятся Плутона. Примерно так же, как боятся хирурга. Не потому, что хирург плохой, а потому, что ассоциируется с болью. Хотя на самом деле хирург приходит тогда, когда без операции уже не обойтись, и после нее становится лучше. Плутон работает именно так. Это не планета несчастья, это планета-алхимик. И чтобы понять, как она работает, нужно сначала понять, кто за ней стоит. Плутон в римской мифологии – это Аид в греческой, бог подземного царства. И вот здесь начинается самое главное заблуждение, которое тянется уже 2000 лет. Большинство людей думают, что Аид – это бог смерти, мрачный, жестокий и опасный, тот, кто забирает жизни и правит тьмой. Образ настолько укоренился в культуре, что даже в современных фильмах и книгах Аид почти всегда злодей. Но это полная неправда. Забирать жизни – это работа Танатоса, бога смерти, и Мойр, богинь судьбы. Аид лишь принимал тех, кто уже пришел. Он был хозяином, а не палачом, управляющим, а не убийцей. Теперь о статусе. После того, как братья Зевс, Посейдон и Аид победили своего отца Хроноса, им предстояло поделить мир. Зевс взял небо, Посейдон – море, Аид – подземное царство. Это не было наказанием или ссылкой. Это был равноценный удел. Аид – один из трех верховных богов греческого пантеона. Не второстепенный персонаж, не изгой. Тогда же почему его так боялись? Потому что он правил тем, о чем люди не хотят думать – смертью, концом, неизбежностью. Его демонизировали не потому, что он был злым, а потому что его царство пугало само по себе. Второе имя Аида – Плутон. И это имя не случайно. Плутон буквально переводится как «богатый». Под землей находится все – золото, серебро, драгоценные камни, корни растений, из которых вырастает урожай, семена, которые зимой лежат в земле и лишь весной дают плоды. Аид владеет скрытым богатством мира, тем, что не видно на поверхности, но то, без чего поверхность не существует. Это очень важный образ для понимания планеты. Плутон в астрологии работает так же. Он не забирает, он хранит. Под слоем страха, боли, избегания и старых травм лежит то, что на самом деле очень нужно. Скрытые таланты, которые вы не признаете, внутренняя сила, о которой вы не подозреваете, настоящие желания, которые вы давно заглушили. Плутон приглашает туда не чтобы уничтожить, а чтобы вы наконец это нашли. Аид справедлив. Абсолютно. В его царстве действовал единый закон.
Каждый получает то, что заслужил, без исключений, без взяток, без привилегий. Даже самые могущественные олимпийцы не могли изменить его решение. Даже Зевс. Когда Орфей спустился в подземный мир за своей возлюбленной Эвридикой, Аид отпустил ее не потому, что был добрым в обывательском смысле, а потому что музыка Орфея была настолько искренней, что это стало настоящим аргументом. Аид услышал и ответил справедливо. Когда Геракл пришел забрать Цербера, Аид разрешил по тем же причинам. Задача была настоящей, намерение честным. Это очень платонианская логика. Не против тебя, но и не в обход правил. Только честно, только через настоящее усилие. Аид владел шлемом, который делал его невидимым. Это не просто деталь мифа, это символ того, что трансформация чаще всего происходит скрыто. Вы не видите, как вы меняетесь. Окружающие не видят. А потом в какой-то момент оглядываетесь и понимаете, что стали совсем другим человеком. Река Лето – одна из рек подземного царства, река забвения. Души умерших пили из нее, чтобы забыть прошлую жизнь перед перерождением. Это не жестокость, это необходимость. Чтобы родиться заново, нужно отпустить то, кем ты был раньше. Нельзя войти в новую жизнь, держать за старую. Плутон требует того же самого. Цербер у ворот, трехголовый пес, охранял вход в подземное царство. Но его задача не впускать. Он впускал всех. Его задача не выпускать обратно. То, что ушло, ушло. Прошлое нельзя вернуть. В этом тоже есть глубокая платонианская правда. Трансформация необратима. После настоящего изменения вы не можете притвориться, что его не было. Астрологический глиф Плутона состоит из 3 элементов, и каждый из них важный. Это отдельный уровень реальности. Крест внизу – это материя, физический мир, тело, привычные структуры, то, что можно потрогать и изменить. Полумесяц над крестом – это душа, подсознание, эмоции, то, что воспринимается, чувствуется, но не всегда осознается. Круг над полумесяцем – это высшее сознание, то, что остается, когда убрать все лишнее. Читается снизу вверх, через кризис материи, через открытость души к подъему духа. И это в точности маршрут через царство Аида. Ты входишь в кризис, что-то рушится, что-то заканчивается, проходишь через глубину, встречаешься с тем, что прятал, и выходишь другим, сильнее, честнее, с новым уровнем понимания себя. Перестаньте воспринимать Плутон как угрозу. Это не планета разрушений ради разрушений. Это планета, которая показывает, там, где вы застряли, там, где больно, там, где избегаете, именно там лежит то, что вам нужно. И раз в год на 5 месяцев Плутон дает нам ключ от его ворот. Теперь следующий вопрос. Как именно он работает? Что происходит с человеком, когда Плутон активирован в его жизни? И здесь важно сказать одну вещь. Плутонианская трансформация – это не постепенное улучшение. Не стал чуть-чуть лучше, не вырос над собой, не сделал выводы. Это совершенно другой масштаб и другая механика. Лучшая аналогия, пожалуй, не ремонт, а снос и строительство нового. Можно долго переклеивать обои, менять мебель и красить стены, но если фундамент прогнил, то рано или поздно придется сносить все и строить заново. Плутон не занимается обоями, он работает с фундаментом. Люди, которые прошли через серьезную плутонианскую трансформацию, потерю, кризис, разрушение чего-то важного, описывают опыт по-разному. Но если убрать детали, структура почти всегда одна и та же. Первый этап – кризис. Что-то рушится. Это может быть отношения, работа, привычный образ жизни, здоровье, деньги, репутация. Иногда все сразу. Ощущение – это конец. Страх, растерянность, ощущение полной потери контроля. Человек в этой точке обычно пытается срочно все починить.
вернуть и восстановить. Это естественная реакция, но Плутон здесь не про починку. Он про вопрос, а что нужно восстанавливать вообще? Второй этап – погружение. Это самая темная часть. Человек сталкивается с тем, что давно прятал от других и от себя. Страхи, стыд, злость, зависть, старые травмы, токсичные паттерны поведения. Все, что Юнг называл тенью. Та часть психики, которую мы не хотим признать своей. Именно здесь происходит настоящая встреча с собой. Не с тем образом, который мы показываем миру, а с тем, что на самом деле. Иногда это очень неприятно. Именно здесь, как у Аида в подземном царстве, лежит скрытое богатство. Третий этап – сдача. Момент, когда человек перестает бороться. Не из слабости, а потому что наконец понимает. Удержать старое больше нет смысла. Это похоже на то, как душа пьет у реки Леты. Отпускание, пустота, иногда депрессия. Ощущение «я больше не знаю, кто я». И это пугает. Но это именно та точка, после которой становится возможным что-то новое. Четвертый этап – возрождение. Новая сила. Не та, которая была раньше, другая, более настоящая. Человек после платонианской трансформации становится глубже, спокойнее и одновременно мощнее. Перестает бояться потери контроля, потому что уже прошел через это и выжил. Становится психологически зрелым, в том смысле, который нельзя получить из книг или тренингов. Это только опыт. После такой трансформации вы не можете вернуться к прежнему состоянию. Не потому, что не хотите, а потому, что это буквально невозможно. Как нельзя разучиться читать или снова не знать то, что знаешь. Это и есть Цербер у ворот. То, что прошло, прошло. И это не трагедия, это условия роста. Это, пожалуй, практически самое важное, что нужно знать о Плутоне. Он не уходит, если его игнорировать. Чем дольше человек избегает трансформации, которую Плутон инициирует, тем более жестко она в итоге происходит. Те, кто входит в этот процесс осознанно, через честный разговор с собой, добровольное признание того, что нужно менять, проходят это значительно мягче. В обычном прямом движении Плутон работает через внешние обстоятельства. Событие происходит и тянет за собой трансформацию. В ретроградном движении механика меняется, внешнее давление ослабевает, коэффициент предопределенности падает, и впервые за долгое время у человека появляется реальная возможность войти в плутонианский процесс добровольно, самому выбирать, с чем работать, что отпускать и что менять. Это и есть то самое окно, 5 месяцев в году, когда Аид приоткрывает ворота изнутри и ждет, придете ли вы сами. Теперь конкретика. Что происходит в 2026 году, в какие сроки и что это означает на практике для каждого из нас. Плутон – медленная планета. Он проводит в одном знаке от 12 до 30 лет. Это означает, что его влияние не личная история одного человека, а поколенческий процесс. Целые эпохи окрашены энергетикой знака, через который проходит Плутон. Сейчас Плутон в Водолее. Вошел туда в 24 году и пробудет там до 43 года. Водолей – это знак коллективного, технологий, свободы, равенства, систем и сетей. Плутон в Водолее – это радикальная трансформация именно этих сфер. Мы уже видим это вокруг. Искусственный интеллект, который меняет профессии быстрее, чем люди успевают адаптироваться. Переосмысление социальных структур, институтов, того, как устроена власть и кто ею обладает. Глобальные сети, которые объединяют и одновременно разобщают. Все это Плутон в Водолее в действии. Ретроградный период 26 года происходит именно в этом контексте. Личная трансформация разворачивается на фоне глобальной. Чтобы понять ретроград, нужно видеть весь год целиком, как единый нарратив с 3 актами. Начало года – это время действия. Плутон идет прямо,
Внешние силы активны, обстоятельства подталкивают нас вперед. Мы начинаем новое, делаем шаги, пробуем направление. Иногда осознанно, иногда потому, что жизнь так складывается. Это черновик, первая версия, написанная быстро, часто без возможности как следует обдумать каждое слово. Где-то получилось хорошо, где-то наспех, а где-то вообще не туда. И это нормально. Черновик не обязан быть идеальным. Его задача – появиться. 6 мая с началом ретрограда темп меняется, внешнее давление ослабевает, обстоятельства перестают так активно толкать вперед. Появляется то, чего в первой половине года почти не было – пространство для осмысления. Это фаза редактуры. Время перечитать черновик и честно ответить себе. Это то, что нужно. Туда ли я иду? То ли я строю? С теми ли я людьми? Ретроградный Плутон буквально возвращает нас к точкам, где мы сделали выборы, осознанные или нет, и дает нам возможность либо изменить решение, либо утвердиться в нем с новой ясностью. Это второй шанс. Не в смысле исправить ошибку прошлого, а в смысле увидеть, где сейчас ты, и скорректировать курс. Редактура – это не значит все сбросить и начать заново. Иногда редактура – это убрать одно слово, иногда переписать целую главу. Масштаб у каждого свой. А после 16 октября начинается чистовик. Плутон возвращается в прямое движение, внешние силы снова усиливаются. То, что вы выстроили, скорректировали или приняли за время ретрограда, начинает активно проявляться в реальности. Это момент, когда черновик становится чистовиком, когда слова превращаются в последствия. Именно поэтому так важно не тратить ретроградные месяцы впустую. Плутон не наказывает, он предъявляет счет. И после 16 октября вы будете жить в той реальности, которую заложили с мая по октябрь, осознанно или по инерции. Ретроградный Плутон в Водолее в 26 году поднимает несколько сквозных тем. Они касаются всех, но у каждого это проявится в своей сфере. Власть и контроль. Где вы отдаете власть над своей жизнью другим людям, обстоятельствам, чужим ожиданиям. Где наоборот вы пытаетесь контролировать, то, что не поддается контролю. Плутон в ретрограде очень четко показывает обе крайности и предлагает найти что-то среднее, внутреннюю силу, которая не зависит ни от чужого одобрения, ни от иллюзии контроля. Скрытые темы. У каждого из нас есть что-то, о чем мы давно знаем, но не делаем. Разговор, который нужно провести, решение, которое нужно принять, признание, которое давно откладывается. Ретроградный Плутон выталкивает эти темы на поверхность. Не грубо, но настойчиво. Чем дольше избегаете, тем громче они будут стучаться. Зависимости. Не обязательно это в клиническом смысле. Зависимость от чужого мнения, от статуса, от привычного сценария отношений, который давно не работает, но кажется безопаснее неизвестности. Плутон в ретрограде – идеальное время, чтобы честно увидеть, к чему вы привязаны, и спросить себя, это то, что вас держит, или то, что вас держит в плену. Глобальные изменения и ваше место в них. Плутон в Водолее трансформирует коллективное. Профессии меняются. Технологии ускоряются. Социальные роли пересматриваются. Ретроград – это время спросить, как я отношусь к этим изменениям? Сопротивляюсь, игнорирую или могу найти свою точку входа? Ретроградный Плутон дает больше свободы выбора и одновременно больше сомнений. Когда внешние обстоятельства не диктуют направление, приходится опираться на себя. А это, как выясняется, умеют далеко не все. Типичное ощущение этого периода – я не понимаю, чего я хочу. Все стало зыбким. Раньше было понятно, а сейчас нет. Это не признак того, что что-то пошло не так. Это признак того, что Плутон делает свое дело, убирает лишние ориентиры и предлагает найти внутреннее. Хорошо, мы прошли через теорию, мифологию, через механику трансформации. Теперь самое практическое. Что с этим всем делать прямо сейчас?
Сразу оговорюсь, я не буду давать список из 20 пунктов. Плутон не про количество действий, он про глубину. Лучше сделать одно, но честно, чем 10, но на поверхности. Первое. Остановиться и посмотреть назад. Ретроград– это не время новых стартов. Это время инвентаризации. Возьмите все, что началось в январе-апреле этого года, и честно посмотрите. Не оценивайте, не торопитесь делать выводы. Просто смотрите, что из начатого живет и развивается, что застряло, что вы начали, но уже давно не вспоминаете, что дает энергию, а что забирает. Это не про то, чтобы все бросить, это про то, чтобы увидеть реальную картину, а не ту, которую хочется. Второе. 3 вопроса, которые стоит себе задать в тишине. Не в голове на бегу, именно в тишине. Лучше письменно. Плутонианские темы не любят спешки. Первый вопрос. Где в моей жизни я реагирую на внешнее, вместо того, чтобы выбирать? Где я иду по инерции? Потому что так сложилось, так надо, так делают все. Это вопрос про осознанность и про то, где на самом деле вы не живете своей жизнью, чего я давно избегаю. У каждого есть такая тема. Разговор, который нужно провести, решение, которое давно созрело, признание себе или другому человеку. Что-то, что требует честности, а честность требует смелости. И третий вопрос. Что из того, что я держу, уже отжило свое? Отношения, которые держатся на привычке, убеждения о себе, которые давно не актуальны, роль, которую вы играете, но она уже давно не ваша. Плутон и Аид учат одному. Нельзя войти в новое, не отпустив старое. Третье. Найдите свое подземное царство. В мифе герои спускались к Аиду добровольно, с конкретной целью. Орфей шел за Эвридикой, Геракл за Цербером, Психея за красотой Персефоны. У каждого из нас есть свое подземное царство, тема, в которую страшно идти, человек, с которым страшно говорить, часть себя, которую страшно признавать. Ретроград– это лучшее время, чтобы туда спуститься. Не потому, что станет не страшно, а потому, что сейчас у вас больше свободы и меньше внешнего давления. Условия лучше, чем будут после октября. Психолог, честный разговор, дневник, медитация, работа с телом. Инструмент у каждого свой. Важно не что именно, а готовность войти в глубину. Четвертое. Ничего не форсируйте. Давайте соберем все, о чем мы говорили сегодня. Плутон не планета несчастья. Это планета-алхимик. Та, которая берет свинец, страхи, структуры, отжившие роли, подавленные части себя и превращает его в золото. Но только если вы готовы спуститься достаточно глубоко. Ретроградный Плутон– это 5 месяцев в году, когда внешние силы отпускают, когда судьба делает шаг назад и освобождает место для вашего личного выбора. Это не время хаоса, это время редактуры, время честного разговора с самим собой, время добровольного спуска, пока еще есть выбор, спускаться добровольно или нет. С 6 мая по середину октября 2026 года у вас есть окно. После 16 октября Плутон вернется в прямое движение. Внешние силы снова усилятся, и жизнь начнет предъявлять результаты того, что вы заложили или не заложили за эти месяцы. 3 вещи, которые стоит сделать прямо сейчас. Остановиться и честно посмотреть на то, что началось в начале года. Найти тему, которую вы давно избегаете, и, наконец, в нее войти. И ничего не форсировать. Плутон не любит спешки, он любит глубину. Алхимия – это не магия, это работа. Свинец не становится золотом просто так. Но именно сейчас, в этом окне ретрограда, у вас есть время и пространство, и выбор. И вот здесь я хочу сказать кое-что важное. Все, о чем мы говорили сегодня, это общая картина. Плутон как архетип, механика ретрограда, ключевые темы периода. Это фундамент, который работает для всех. Но астрология на этом не заканчивается. Потому что у каждого из нас своя карта, свой зодиак, свой дом и свои транзиты, свои точки роста. А ретроградный Плутон будет работать с каждым знаком по-своему.
Для кого-то это про карьеру и социальный статус, для кого-то про отношения и близость, для кого-то про деньги, самооценку или семью. Тема одна, но у каждого своя дверь в подземное царство. Именно поэтому я сделала разбор по каждому знаку зодиака. Этот разбор в моем телеграм-канале. Ссылка на экране и в описании под видео. Там уже есть посты по каждому знаку. Заходите и находите свой, читайте. Если этот ролик был полезен, поставьте лайк. Это простой способ сказать спасибо и помочь этому видео добраться до тех, кому оно нужно. Алгоритмы работают именно так. До встречи в новом видео.